У одной семьи за 3 года умерли двое мужчин. Отец, потом старший сын, оба 45 лет. Когда ко мне пришла жена младшего брата, она сказала одну фразу. Я чувствую, что мой муж следующий. И знаете что? Она была не параноик, она видела признаки, конкретные повторяющиеся признаки. Те самые 5 признаков, о которых я расскажу в этом видео. И расскажу, что можно сделать самому прямо сейчас на первом этапе. Без паники, без лишних трат. Дослушай до конца, потому что 5-й признак, он переворачивает все. И именно его иногда люди не замечают сами. Привет! Я нейропсихолог и практикующий специалист в области духовных практик. За годы работы через меня прошли сотни семей. И вот что я заметил. Люди приходят, когда уже все горит, когда проблемы наслоились так, что не разобрать, где причина, где следствие. А ведь признаки были иногда за годы до катастроф. Просто их никто не читал. Тема деструктивных программ на роду, она окружена мифами. Кто-то думает, что это бабкины сказки, кто-то наоборот видит порчу, негативное воздействие в каждом чихе. Оба варианта мимо. Сегодня без мистического тумана, конкретика, признаки и механизмы. И главное, что делать. Если ты здесь впервые, подпишись и нажми колокольчик. Я разбираю такие темы регулярно, без пафоса, без запугивания, только практика и опыт. И еще кое-что. Ближе к концу я расскажу про один простой ритуал. Его можно сделать дома без подготовки. Многие мои клиенты отмечали, уже после него что-то начало сдвигаться. Но сначала признаки, потому что нет смысла лечить то, что ты не диагностировал. Первый признак — серийной неудачи в одной и той же сфере. Не просто не везет, не просто черная полоса, а когда конкретная область жизни словно заблокирована, причем у нескольких членов семьи. Деньги, отношения, здоровье, какая-то одна тема, которая из поколения в поколение не решается. Вот пример. Ко мне обратилась женщина 38 лет, успешная, умная, красивая. 3 отношения подряд разрушены, все 3 раза по одному сценарию. Мужчина уходил, когда дело шло к свадьбе. Я начал разбирать ее. Мама — развод, бабушка, муж ушел к другой, прабабушка вдова с 30 лет, 4 поколения, одна и та же тема. Случайность? 4 раза подряд, когда одна сфера жизни словно заминирована в роду, это первый и самый частый признак деструктивной программы. Запомни ключевое: не один раз не повезло, а паттерн, повторяющийся у разных людей в семье, это одно и то же. Сейчас задай себе вопрос: если в твоей семье такая тема, которая не получается уже не первое поколение, подумали? А мы идем дальше. Второй признак, он коварнее первого. Необъяснимые конфликты внутри семьи, когда близкие люди начинают ненавидеть друг друга без причины. Вот вчера все было нормально, а сегодня мать и дочь не разговаривают. Братья делят имущество, хотя раньше были не разлей вода. Муж и жена живут как соседи. Холод, раздражение, стена. И что характерно, никто не может внятно объяснить, с чего это началось. Ну, просто накопилось, он изменился, она стала другой. Вот эти формулировки стали другим, как подменили, я слышу постоянно. Одна семья, мужу 42, жене 39, двое детей, 15 лет в браке. Все было, не идеально, но хорошо, крепко. И вот за полгода как выключатель щелкнули, скандалы на ровном месте, дети стали болеть, муж начал пить, жена приступы паники. Она пришла ко мне и сказала: ощущение, что кто-то нажал на кнопку, и все посыпалось одновременно. Вот это одновременно ключевое слово, когда проблема валится не по одной, а пакетом. Это не просто стечение обстоятельств. Родовая деструктивная программа часто проявляется именно так, как цепная реакция. Одно звено слетает и тянет за собой все остальные. Идем дальше. Третий признак. И вот тут многие начинают нервничать. Повторяющиеся циклы. Подъем, крах. Третий признак, я его называю эффект стеклянного потолка рода. Выглядит так: человек в семье начинает подниматься, бизнес пошел, деньги появились, отношения наладились, здоровье в порядке. И вот когда кажется, что наконец-то все хорошо, бах, крах, бизнес сгорает, отношения рвутся, здоровье подкашивает, и человек оказывается на нуле или ниже. А через время снова подъем, снова надежда, снова усилия, и снова в той же точке. Обрушение. Как будто есть невидимая планка, выше которой давно не дано подняться. И это не везение, это не неумение управлять деньгами. Это неплохой характер, потому что паттерн повторяется у разных членов семьи, у деда, у отца, у сына. Разные люди, разные характеры, разные профессии. Один и тот же сценарий. Подъем, потолок, крах. Подъем, потолок, крах. Вот это и есть деструктивная родовая программа в действии. Она как потолок, в который бьется каждое следующее поколение.
А теперь, внимание, четвертый признак. Он касается тела, и вот тут я говорю не как эзотерик, как нейропсихолог. Признак четвертый – это соматика и наследственное состояние. Четвертый признак – телесный, необъяснимые физические симптомы. Важно, я не говорю, что болезни – это всегда энергетика. Если у тебя что-то болит, иди к врачу. Это первое действие всегда. Бывает, что врачи разводят руками, анализы в норме, обследование, а человек болеет. Хроническая усталость, апатия, панические атаки, бессонница, боли без медицинской причины. И снова характерный признак. Это есть не у одного человека в семье. Мама мигрени всю жизнь, дочь панические атаки, бабушка нервы. Как нейропсихолог я вижу это так. Тело хранит информацию, не только твою, но и родовую. Это не мистика, это подтверждается исследованиями в области эпигенетики и трансгенерационной травмы. Стресс у предков может буквально записываться на биологическом уровне и передаваться потомкам, когда к этой биологической основе добавляется энергетический деструктивный паттерн. Тело реагирует первым. Оно кричит через боль, через усталость, через непонятные симптомы. Поэтому, если в твоей семье есть наследственное состояние, которым врачи не находят объяснения, это повод присмотреться внимательнее. Но повторю, сначала врач. Всегда сначала врач. Духовные практики не замена медицине, а не дополнение. А теперь пятый признак. Тот самый, про который я сказал в начале. Тот, который люди никогда не замечают сами. Признак пятый – слепое пятно. Я называю его так. И он самый опасный, потому что его невозможно увидеть изнутри. Вот суть. Когда в семье действует деструктивная программа, у членов семьи появляется специфическое сопротивление любой попытке это увидеть. Звучит парадоксально, но сейчас объясню. Ты показываешь человеку все 4 признака. Серийные неудачи, да, есть. Конфликты без причин, да, постоянно. Цикл подъем-крах, точно. Соматика, да, у всех. И когда ты говоришь, слушай, похоже, здесь есть трудовая программа, знаешь, что происходит? Человек начинает защищать эту программу. Да нет, это просто совпадение. Ну, у всех так, это просто жизнь такая. Ты что, в эту ерунду веришь? И говорит это не скептик со стороны, говорит это тот самый человек, который пришел, сам перечислил все симптомы, сам попросил помощи. Вот это слепое пятно. Деструктивная программа защищает себя через сознание носителя. Это как вирус в компьютере, который отключает антивирус. Ты не можешь его найти, потому что он управляет тем, чем ты ищешь. В нейропсихологии есть близкий механизм, называется аназогнозе. Когда мозг не видит собственное нарушение, человек с повреждением мозга может отрицать, что у него парализована рука. При этом рука лежит неподвижно. Вот с родовыми программами очень похожий эффект, только на уровне рода. И именно поэтому пятый признак невозможно обнаружить самому. Нужен взгляд со стороны. Человек, который не внутри системы, который не под влиянием этой программы, который видит паттерн целиком. Вот почему я говорю своим клиентам, если ты нашел у себя 4 признака из 5, пятый точно есть. Ты его просто не видишь, потому что он про слепоту. К самому факту проблема. Вот такие 5 признаков. Но я обещал тебе не только диагностику, я обещал, что делать. Переходим к практической части. Сразу скажу важное. Если деструктивная программа серьезная, глубокая, застарелая, многоуровневая, самостоятельно ее полностью убрать сложно. Как самому себе удалить аппендицит. Теоретически возможно, практически не стоит. Но есть первый этап. То, что ты можешь сделать сам прямо сейчас. И это не ерунда. Это реально работающие шаги, которые по опыту моих клиентов уже на этом этапе дают ощутимый сдвиг. 4 действия. Записывай. Можешь поставить на паузу. Действие первое. Карта рода. Возьми лист бумаги большой, нарисуй генеалогическое дерево. Минимум 3 поколения, лучше 4. Для каждого члена запиши, как сложилась жизнь, какие были проблемы, как ушел из жизни, если применимо. Были ли конфликты, разрывы, потери. И потом смотри, ищи повторы, ищи одинаковые сценарии, ищи ту самую тему, которая из поколения в поколение не решает. Это первый шаг к осознанию. А осознание – это начало любого изменения. Действие второе – ритуал благодарности роду. Это простая практика, но мощная. Многие деструктивные программы связаны с разрывом связи с предками, с обидами, с забвением, с непрощенными конфликтами. Вот что нужно сделать вечером. В тишине зажги свечу обычную восковую. Мысленно представь своих предков, тех, кого знаешь, и тех, кого нет. И скажи вслух или мысленно, тише, медленно. Я благодарю свой род за жизнь, за силу, которую вы мне передали. Я принимаю свою семью с ее историей, прошу поддержки на моем пути. Не надо ничего визуализировать, не надо входить в транс. Просто искреннее сердце. По опыту многие отмечают, что после этой практики снижается внутреннее напряжение, улучшается сон, отношения в семье начинают чуть-чуть оттаивать. Маленький шаг, да, но маленький шаг
в правильном направлении лучше, чем стоять на месте. Действие третье. Очищение пространства. Деструктивные программы цепляются за среду, за пространство, в котором живет семья. Что можно сделать? Генеральная уборка, да, буквально. Я знаю, звучит смешно для видео про родовые программы, но послушай, старые вещи, которые жалко выбросить, одежду умерших родственников, которую никто не носит, но она висит в шкафу, подарки от людей, с которыми были тяжелые токсичные отношения, сломанный предмет, который ты хранишь годами. Это якоря, они удерживают старую энергетику в доме. Убери, выбрось, раздай, проветри дом. Если есть возможность, пройдись по дому с зажженной восковой свечой, только аккуратно. Особенно углы комнат. Можно использовать травы с очищающими свойствами. Полынь, зверобой, можжевельник, поджечь пучок, пройтись по дому с намерением очищения. Это древняя практика, она есть в каждой культуре мира. Славянская, кельтская, латиноамериканская. Работает по опыту, да. Действие четвертое. Стоп-сигнал для программы. Это самое важное из 4. Помнишь 5-й признак? Слепое пятно. Программа защищает себя через твое собственное сознание. Вот противоядие. Каждый раз, когда ты ловишь себя на мысли, да, ничего такого, это просто совпадение, ну, у всех так, останавливайся и говори себе, это может быть мой голос, а может голос программы. Я пока не знаю, но я допускаю. Возможность, что здесь есть паттерн. Вот эта фраза «я допускаю», она разрывает автоматизм. Ты не обязан верить, ты не обязан принимать, ты просто допускаешь. И этого достаточно, чтобы слепое пятно начало проявляться. Как нейропсихолог я скажу, что это работает по тому же принципу, что и когнитивно-поведенческой терапии. Замечаешь автоматическую мысль, останавливаешь ее, подвергаешь сомнению. Только здесь ты подвергаешь сомнению не свой невроз, а программу, которая выдает себя за тебя. 4 действия. Карта рода, благодарность предкам, очищение пространства, стоп-сигнал для программы. Это первый этап, его можно и нужно делать самому. Помнишь семью, с которой я начал? Жена, которая сказала, мой муж следующее. Знаешь, что она сделала? Она пришла ко мне, мы провели разбор, все 5 признаков все 5 были на месте. Родовая деструктивная программа, старая, глубокая, уходящая корнями минимум в 4-е поколение. Мы работали сначала как раз то, о чем я рассказал. Первый этап – карта рода, практики очищения. Потом глубже, индивидуальная работа, ритуал, защитные практики, работа с родовым полем. Прошел год. Муж жив, здоров. Бизнес, который разваливался, пошел вверх. Дети перестали болеть. Гарантирую ли я, что так будет у каждого? Нет. Я никогда не даю гарантии, но я вижу это в своей практике раз за разом. Когда человек видит программу, когда перестает быть для нее слепым, что-то начинает меняться. И вот это главный инсайт этого видео. Деструктивная программа сильна не потому, что она мощная, она сильна, потому что невидима. Как только ты ее видишь, она теряет половину своей власти над тобой. Увидеть уже значит начать выходить. Это первый шаг, и ты можешь сделать его сегодня. Итак, давай подведем итог. 5 признаков деструктивной программы на семье. Первый – серийные неудачи в одной сфере в нескольких поколениях. Второй – необъяснимые конфликты и разрывы, когда близкие становятся чужими без причин. Третий цикл – подъем, крах, стеклянный потолок рода. Четвертый – телесные симптомы, наследственная соматика без медицинского объяснения. Пятый – слепое пятно, неспособность увидеть саму программу. И 4 действия первого этапа – карта рода, благодарность предкам, очищение пространства, стоп-сигнал. Напиши в комментариях, сколько признаков ты нашел у себя. 1, 3, все 5. Мне, правда, важно это знать не для статистики, а чтобы понимать, какие темы разбирать глубже. Если это видео было полезным, лайк. Ну, это помогает продвижению. Больше людей увидят, больше людей смогут увидеть свои паттерны. Подпишись, если еще этого не сделал. Я регулярно выкладываю разборы, практики. В следующем видео я разберу тему, которую многие просили, как отличить деструктивную программу от обычного невезения. Где граница, как не попасть в паранойю и не начать видеть порчу в каждом углу. А если ты чувствуешь, что в твоей семье что-то не так, хочешь разобраться глубже, ссылка на запись на консультацию в описании под видео. Без давления, без обязательств. Просто если нужна помощь, она есть. Береги себя и свой род. До встречи.